29 сентября 1943 года Токийский окружной суд приговорил немецкого журналиста к смертной казни. На закрытом процессе человека, который еще недавно был завсегдатаем самых престижных салонов, ресторанов и дворцов японской столицы, назвали преступником. Теперь его ждали эшафот и виселица. Лишь спустя годы мы узнаем, кем же был на самом деле человек по имени Рихард Зорге. Рихард Зорге родился в 1895 году в городе Баку в семье немецкого инженера. Его отец, Густав Рихард Зорге, работал в товариществе нефтяного производства братьев Нобель. Семья перебралась в Германию, когда Рихарду не было и 3 лет, и свободно говорить по-русски он выучился не сразу. В начале Первой мировой войны, за год до окончания Берлинской школы, Рихард добровольцем ушел на фронт. Он воевал в Бельгии, Галиции и Франции, дослужился до унтер-офицера, был несколько раз ранен, получил Железный крест 2-й степени. В первые дни 1918 года, после тяжелого ранения, Зорге демобилизовали. В 1919 году Зорге вступил в только что учрежденную коммунистическую партию Германии. К тому времени он проявил себя как талантливый журналист, но научился и вести нелегальную работу, подпольно обеспечивая связь между партийными ячейками. У него появились первые оперативные псевдонимы – Тедди, Роберт. Вскоре его пригласили в Москву работать в аппарате исполкома Коминтерна. Зорге получил советское гражданство и стал членом коммунистической партии. На него обратили внимание в разведке Красной армии. Его тогдашний руководитель Ян Берзин решил направить нового сотрудника в Китай, налаживать нелегальную работу. Москве требовалась точная информация о настроениях в руководстве партии Гоминдан, которая контролировала большую часть Китая. В первые дни 1930 года Зорге прибыл в Китай, стал вербовщиком-осведомителем шанхайской резидентуры. К тому времени он уже получил псевдоним, под которым войдет в историю – Рамзай. Ему удалось войти в доверие к немцам, военным советникам президента Гоминдана Чан Кайши. Зорге стал журналистом нескольких немецких газет, и никто не подозревал, что он поддерживается коммунистических убеждений. Опираясь на свое фронтовое прошлое, Зорге рассуждал с германскими офицерами о необходимости реванша после Первой мировой, критиковал большевиков, и это выглядело достоверно. Между тем в Москву регулярно направляли сообщения о военных поставках, которые шли в Китай из Германии, получившие высокую оценку Центра. Вскоре Центр поручил ему возглавить резидент-группу, которую он сам же и создал, а еще через несколько месяцев Рамзай возглавил шанхайскую резидентуру. В 1933 году его вызвали в Москву. Там его стали готовить к нелегальной работе в Японии. Вживаясь в легенду, он посетил Германию, где показал себя сторонником национал-социалистов. Немецкие товарищи по коммунистической партии считали его предателем и даже приговорили к казни. В то время дальневосточное направление стало приоритетом для советской разведки. Япония вторглась в Китай, готовила агрессию против Монголии и Советского Союза. От токийской группы, которую возглавил Зорге, ждали многого. Он тесно сотрудничал с профессиональным разведчиком Ойгеном Оттом, который был сначала военным атташе Германии, а потом послом Третьего рейха в Японии. Отт стал для Зорге одним из важных источников информации. В его группу входили югославский журналист Бранко Вукелич, радист немец Макс Клаузен с русской женой Анной,
советник японского премьер-министра Ходзуми Одзаки и художник Этоку Мияги. Зорге создавал для противников образ легкомысленного человека, ловеласа, любителя вечеринок, увлеченного женщинами и мотоциклами. Непринужденное общение и журналистский талант помогли ему познакомиться с представителями японской элиты, вплоть до приближенных императора. Зорге вел нелегальную работу в Японии немыслимо долго, с февраля 1932 года до октября 1941. Все это время его жизнь висела на волоске, каждый неверный шаг мог закончиться трагически. В апреле 1941 года Зорге передавал в Москву. В кругах Гиммлера и в Генштабе имеется сильное течение за то, чтобы начать войну против СССР, но это течение еще не имеет превосходства. Но с каждой неделей его послания в центр становились все категоричнее. Германия готова начать войну против СССР. Сталин получал немало таких предупреждений от разведчиков из разных стран. Назывались различные даты, многие из них давно прошли. Но когда 22 июня началась война, авторитет Рамзая в советской разведке вырос. Японцы несколько раз засекали работу раций разведчиков, но не могли выйти на след резидента. Кто же виновен в провале? Полиции удалось выследить Зорге через художника-коммуниста Мияги, который во время провала попытался покончить с собой. Зорге арестовали 18 октября 1941 года. У него было меньше 4 месяцев на работу во время Великой Отечественной войны, и за это время он сумел нанести максимальный ущерб нацистам. Его держали в тюрьме Сугамо, которая отличалась жестокими порядками. Зорге не только стойко выдержал пытки, но и выстроил логику защиты, которая поставила в тупик многих следователей. Поначалу его считали американским агентом. 29 сентября 1943 года суд приговорил Одзаки и Зорге к смертной казни, как агентов Коминтерна, за преступные действия, которые имели целью изменить государственный строй Японии. Японцы не торопились с исполнением приговора, потому что ждали от Советского Союза предложений по обмену разведчика. Но никакого сигнала ни из Кремля, ни от союзников СССР, которые могли бы в данном случае сыграть посредническую роль, не последовало. Он зашел на виселицу 7 ноября 1944 года, 49 лет. Долгое время Москва не признавала, что Рамзай работал на Советский Союз. Звание героя было присвоено Рихарду Зорге лишь через 20 лет после его смерти. В наше время Рихард Зорге остается самым известным разведчиком XX века. Нелегальные операции, которые ему удалось реализовать, вошли в классику тайной войны.